Экстремист в таком в обывательском достаточно моем понимании, поскольку, наверное, я не специализируюсь прямо на в вопросах экстремизма, это лицо, которое преследует какие-то крайне общественно-политические цели и сообразно, соответственно, действует, где-то прибегает к насилию, либо призывает к насилию. Это касается, наверное, только вопросов даже вот не столько экстремизма, да, сколько есть определенная опасность, угроза совершения террористических актов. Да, вот чтобы в Казахстане существовали какие-то партии, там общественные объединения, движения, которые преследовали какие-то экстремистские цели, которые были при этом на националистическом каком-то фундаменте, на религиозной почве. Ну и вот такой угрозы я на сегодня в Казахстане не вижу. И как-то я чаще слышу и вижу в своей деятельности, что в экстремисты власти склонны просто записывать всех своих актуальных и потенциальных политических оппонентов просто. Действительно, я вот согласен, что определение экстремизма, оно в наших странах чрезмерно политизировано и больше, повторю, преследует цель а, гонений на политических оппонентов, оппозицию, нежели там, да, какой-то ликвидация какой-то реальной угрозы для общества. Вот. И как-то вот повторю, что, опять же, актуальнее действительно выглядит борьба с терроризмом, там, в первую очередь на религиозной почве, нежели вот с каким-то политическим экстремизмом. В Казахстане с экстремизмом, на мой взгляд, борется слишком большое количество организаций. Только среди силового блока, да, можно отметить Комитет национальной безопасности, органы внутренних дел. В каждом областном департаменте полиции есть отдел по борьбе с экстремизмом. Даже на уровне областных прокуратур есть отделы по борьбе с экстремизмом. И, конечно, структуры там на уровне Министерства информации, на уровне также местных исполнительных органов, акиматов, также содержат специалистов, которые на постоянной основе вот занимаются потенциальными, как им кажется, экстремистами. Это присуще любому авторитарному режиму, поскольку он достаточно широко смотрит, в отличие от демократического режима, на всех своих политических противников, там, в том числе относя к ним, там, начиная от организованной преступности, да, то вплоть до каких-то политических партий, оппонирующих режиму. Вот. И, соответственно, режим видит угрозу в любой какой-то общественной деятельности, гражданской активности, которая может потенциально представлять угрозу режиму. На мой взгляд, цель здесь достаточно банальная. Это удержание власти всеми доступными целями, в том числе принятием ни правовых, ни конституционных законов, не отвечающих международным стандартам свободы слова, свободы выражения, мнений, мирных собраний. В общем, как все по заветам Муссолини, своим все врагам закон. Те, которые официально заявляют о желании бороться за власть. То есть это в первую очередь, конечно же, политические партии и общественные объединения, движения, которые преследуют ярко выраженные политические
целей. Вот. Но это с точки зрения режима властей. С точки зрения общества, да, здесь, конечно, как-то, в общем, ситуация сложнее. С точки зрения общества, может быть, никто здесь и не преследует для него угрозы. Я повторю, вот уже в очередной раз мне вообще сложно потенциально какую-то экстремистскую организацию в Казахстане назвать. Ну, может быть, отчасти это и есть какая-то заслуга режима, если объективно, что зачищением поля любого, да, то подавлена, в принципе, любая активность, в том числе, которая потенциально могла бы стать и экстремистской. Ну, это, в общем-то, если немножко из сферы юриспруденции в политологию уходить, да, то понятно, что, как, в общем-то, отмечалось неоднократно исследователями истории и авторитарных режимов, что они эффективнее демократических режимов, в том числе борются и с организованной преступностью. Ну, наверное, в первую очередь следует назвать такую сейчас ставшую уже ходовой статью 405 Уголовного кодекса участие в деятельности незарегистрированного общественного, точнее, не зарегистрированного общественного объединения, которое признано решением суда экстремистской организацией. Вот. Число приговоров по этой статье уже превышает все разумные пределы, оно зашкаливает. На мой взгляд, конечно, такой подход неконституционный. То есть заведомо всех людей, которые имеют отношение к какому-то общественному объединению, независимо от того, какие поступки они совершили, уже признают преступниками. Ну, это легко объяснимо, потому что вроде бы как бы и государство показало себя гуманно, то, что не бросило члена такого общественного, запрещенного общественного объединения в тюрьму. Ну и при этом сделала ему последнее китайское предупреждение перед тем, как сотворить это с ним. И человек уже, собственно, вынужден, осужденный, как-то уже аккуратнее заниматься подобным гражданским активизмом. Грубо говоря, проще всего лечь дома и сидеть, не выходить из дома, и не выходить в интернет. Моя желание бороться там за политические права, свободы присуще, конечно, многим гражданам, членам, сознательным людям, членам общества. Вот. И, к сожалению, в Казахстане это такая достаточно узкая дорожка, когда человек, который начинает заниматься какой-то общественно-политической деятельностью, которая не приветствуется правящей верхушкой, потенциально легко может стать экстремистом. Ну, на самом деле, такие определенные как раз-таки международные какие-то, не то чтобы международные стандарты, но в ряде стран подобные ограничения в отношении лиц, занимавшихся террористической деятельностью, имеют место. Вот. Но у нас, как обычно, даже положительный какой-то опыт могут легко извратить. И с учетом широкого понятия экстремизма блокируют банковские счета, соответственно, и оппонентов власти. Это, конечно, влечет широкое поражение таких лиц в гражданских правах, и в результате они банально не могут устроиться на работу, получать, заниматься бизнесом, то есть они еще и подавлены экономически. Ну, цели, я думаю, в общем-то, здесь без лишних пояснений понятны, какие преследуют власти при этом. Это пожизненное ограничение. Но тут суть даже не в этом, но человек вышел из тюрьмы, но даже если там блокировать ему банковские счета, к примеру, даже если год, то вопрос возникает, ну хорошо, там, а в чем тогда смысл возможной пробации, исправления человека,
если он банально не может устроиться на работу и социализироваться. Если власть уж относится, да, к нему как к преступнику, вот, то встает же вопрос о том, что он должен теперь исправиться, стать членом общества, вот, ну, в том числе он же должен и иметь возможность работать, приносить пользу обществу, делать себя нужным, зарабатывать для себя и своей семьи. Таким осужденным экстремистам подход какой-то странный и избирательный, который противоречит вообще целям пробации и исправления осужденных. Да, совершенно верно. Мне эти меры представляются избыточными. У нас какая-то тенденция в законодательстве имелась, то есть если раньше у нас вообще там прежде мы не знали понятия экстремизм, то есть оно было таким, скажем, таким, ну, как академическим, вот, а сейчас по факту мы экстремистов там, осужденных имеем гораздо больше, чем террористов. Вот. И ситуация здесь какая-то нездоровая, что как-то под шумок борьбы с экстремизмом появились у нас и какие-то экстремисты еще. И плюс этих экстремистов законодатель все сильнее и сильнее приравнивает к террористам. Конкретно ситуация с адвокатами, она такая, что в адвокатской, наверное, среде, что в правозащитной немного преувеличено здесь. Там, в общем, адвокату надо очень постараться для того, чтобы теоретически даже там попасть под этот мониторинг. И все-таки он должен действовать не столько как адвокат, скорее, да, а больше как какой-то некий финансовый агент своего клиента. А в нашей стране, ну, там такие вот адвокатские трасты и прочие схемы, они абсолютно не развиты, и шансов попасть у адвоката под то, что ему придется сдавать своего клиента под вот этот самый финансовый мониторинг борьбы с экстремизмом, крайне малы. Сама по себе норма мне, ну, тут-то я уже разделяю мнение коллег, сама по себе эта норма мне малоприятна, потому что часто ограничения свобод начинаются с чего-то малого. То есть сегодня засунули адвоката вот в этот список, пусть там норма фактически такая, пусть бездействующая, малореализуемая сегодня на практике, но она спящая, и потенциально она завтра может проснуться, если ее немножко законодатель раскачает. Какие-то условия поменяет, при которых адвокат обязан сливать своего клиента органам финмониторинга. Вот. Соответственно, конечно, я в целом-то поддерживаю подобные предлагаемое исключение этой нормы вообще в целом из закона об обязанности адвокатов стучать на своих клиентов. Она, мне кажется, нездоровой, хотя, на мой взгляд, вот такой сравнительный анализ с тем же российским законодательством показывает, что у нас законодательство в этом плане как-то не то чтобы либеральнее, тут даже язык не повернется это сказать, но, по крайней мере, в отношении иностранного финансирования НПО это менее кровожадное, что ли. Возможно, это связано с тем, что просто мы, как Россия, в таком антагонизме с Западом не находимся. Но в целом, конечно, определенные ограничения на иностранное финансирование у НПО есть, и это, к сожалению, ситуация абсолютно нездоровая. Мне кажется, все эти ограничения, я полагаю, необходимо убирать, поскольку мне как-то за всю жизнь я не помню, чтобы там западные организации, о которых в первую очередь и идет речь, что-то здесь, в общем, какие-то такие нехорошие инициативы для общества пытались притворить в жизнь. В общем, мне это такая борьба просто кажется неактуальной. Я при ответе на предыдущий вопрос уже высказался. Мне данная ситуация кажется совершенно ненормальной и, а, наверное, имеет смысл как-то все-таки ориентироваться на стандарты развитых стран, где максимум там может быть запрещено
какое-то иностранное финансирование политических партий. Вот. Но запрещать финансировать такой неправительственный сектор, который как-то там, напрямую не участвует в борьбе за власть, мне это кажется нелепым и просто только обнажает страхи режима. Если говорить об общих таких рекомендациях, конечно, нам нужна реформа антиэкстремистского законодательства и его тотальная либерализация, гуманизация уголовного законодательства, административного по борьбе с экстремизмом, изменение в целом парадигмы борьбы с экстремизмом, смены коренной борьбы от государственной против экстремизма. И что касается же частных каких-то вопросов, то адвокаты уже давно бьют в колокола по поводу необъективного рассмотрения, что следствием с прокуратурой, что судами дел об экстремизме, и во многом это связано, понятно, что это связано с отсутствием независимости судебной системы, такой, в общем, необъективностью правоохранительных органов, но тут у нас какая-то еще специфичная беда есть, да, с отсутствием, опять же, объективности и независимости у судебных экспертов и прочих специалистов, которые находят правоохранительные органы, потому что уровень вот этих всяких политологических, религиоведческих, филологических экспертиз и исследований специалистов, он просто ужасает. И огромное количество людей осуждены там, как за экстремистские, так и за террористические статьи просто вот на основании вот этих никчемных бумажек, которые носят название заключения эксперта, специалиста. Вот. В этой экспертной сфере совершенно точно необходимо наводить порядок. Это не красит ни правоохранительную, ни судебную систему, ни власти в целом. На самом деле, конечно, в общем-то, любой замечательный закон легко нивелируется пагубной правоприменительной практикой. Поэтому в первую очередь нам, конечно же, нужно укреплять независимость судебной системы и потом уже законодательную базу. А судебная система, она не станет более независимой, пока общество не обретет определенные политические права и свободы. В общем, здесь мы опять упираемся в политику. Да, конечно, понятно, что все решения судебных органов, они носят по экстремистским делам такой политизированный характер, и здесь об объективности только мечтать можно. Конечно, это вопросы даже в рамках вот действующего режима, они все равно связаны с такой слабостью судебной ветви власти, да просто банальностью, некомпетентностью, непрофессионализмом. Вот, и эту, в общем, судебную правоприменительную практику, конечно, необходимо тоже гуманизировать. Это задача такая отдельная стоит перед судебной системой.